Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на канале по вязанию. И в этом видео я покажу вам, как связать вот такую вот, смотрите, интересную, красивую, но в то же время очень простую регланную линию. Посмотрите, как равномерно расходятся по обе стороны от регланной линии лицевая гладь, и очень выразительно становится центральная петля. Визуально воспринимается это как одна лицевая петля. На самом деле при вязании регланной линии используются две лицевые петли. Посмотрите, какая красота. Такие деликатные по обе стороны дырочки. Вот так это выглядит. И вот так вот выглядит это с изнаночной стороны. Вяжется очень просто. Сейчас я на образце вам покажу, и вы тоже будете с удовольствием вязать такие регланные линии. Вот так вот это очень аккуратно смотрится. Вот такая красота. Итак, давайте приступим. Для регланной линии нам необходимо отвести 2 лицевые петли. Прибавление будет по обе стороны. Я обозначу эти 2 лицевые петли маркером посередине. Так, итак, вот у меня маркер, и я буду предполагать, что слева и справа эти 2 лицевые петли, вот так вот, от маркера, моя регланная линия. Итак, начинаем провязывать и доходим до первой петли регланной линии. Так, я провязала, вот смотрите, это первая регланная петля с правой стороны. Так, смотрите, вот это моя петля, и ниже петля предыдущего ряда. Спицей я протыкаю эту петлю предыдущего ряда и вывязываю как лицевую петлю. И провязываю петлю регланной линии. Переношу маркер, и с левой стороны вот наша петля, и ниже петля предыдущего ряда. Вот. В этом случае с левой стороны я провязываю петлю со спицы и саму петлю не спускаю, и протыкаю петлю предыдущего ряда и провязываю тоже лицевую петлю, и тогда спускаю одну петельку со спицы, и мы сделали прибавление. Дальше вяжем по рисунку. Данный прием регланных линий можно использовать как при вязании по кругу, и также при вязании поворотными рядами. Во втором ряду мы провязываем все петли по рисунку. Если вы вяжете по кругу, это будут у вас лицевые петли. На образце у меня поворотное вязание. Соответственно, я буду провязывать все петли во втором ряду по рисунку, а значит, это изнаночные петли. Так, и вот я дошла до этих петель регланной линии, и вот я просто их провязываю по рисунку, а значит, они у меня изнаночные. И точно так же и с левой стороны провязываю их изнаночными.
Давайте для закрепления провяжем еще раз первый и второй ряды. Итак, первый ряд довязываем до регланной линии, вот до петельки перед маркером. Так, и так вот мы довязали. Теперь мы протыкаем спицей петлю предыдущего ряда и провязываем лицевую. И далее провязываем лицевой петлю со спицы. Мы сделали прибавление с правой стороны. Переносим маркер. Теперь в обратном порядке провязываем петлю со спицы, но ее не сбрасываем со спицы. Вот так. Теперь правой спицей протыкаем петлю предыдущего ряда под нашей регланной линией. Подхватываем нить, как при провязывании лицевой петли. И сбрасываем петельку со спицы. Мы сделали прибавление с левой стороны. И продолжаем вязать точно так же по рисунку. Возможно, это лицевая гладь или какой-то у вас рисунок, если вы вяжете джемпер или свитер, или ваше изделие с каким-нибудь рисунком. Все. Во втором ряду мы провязываем с вами все петли по рисунку. Если это по кругу, это будут лицевые петли вот наших регланных линий. Мы их провязываем как лицевые. А если это поворотное вязание, то наши петли регланной линии мы провязываем с вами как изнаночные. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. До новых встреч. Пока-пока.